Дорогие, приветствую всех. У кого-то добрый день, у кого-то доброе утро. Здесь уже добрый вечер. Приветствую всех вокруг Земли. И эта встреча посвящена исцелению, которое я буду проводить, и также исцелению вас, вашей семьи и пространства, в котором вы живете. Много я говорить не буду об этом. Мы сразу же перейдем в практику. В конце, после практики, то есть я немного расскажу о предстоящих семинарах. И, конечно, сейчас, то есть у нас цикл завершения года, и завтра будет новолуние. И всегда новолуние поднимает очень много каких-то незавершенных историй. И это может быть непросто, особенно последнее новолуние в этом году. Так что оно может проявляться и проживаться с разными чувствами, переживаниями. И особенно, когда, может быть, у вас очень много накоплено событий, историй, либо перенапряжена ваша система, как внутренняя, душевная, нервная система, также и физическая, потому что конец года, завершение года, то есть для тела это тоже непросто, поэтому может быть накоплен большой фон на всех уровнях, и то есть очень важно тоже пройти в это завершение цикла этого полнолуния, я бы сказала, бережно. Вот, потому что мы можем также сейчас проживать непростые события в принципе на Земле, и они по-разному касаются всех, то есть, может быть, ваших родных, родственников и вас непосредственно. И также у нас предстоит скоро 23-й год, и он тоже будет достаточно трансформационным, и нам нужна ясность, нам нужна энергия, присутствие, разумность, чтобы проходить свою жизнь, чтобы проходить эти циклы, и чтобы максимально экологично, бережно проживать человеческий опыт. Либо вы в женском теле, либо вы в мужском теле. У каждого, естественно, своя кармическая история жизни. Также помимо того, что ваша личная история, то есть у вас есть родные, близкие, которые тоже проживают свою событийность, и с которой также вы сталкиваетесь, и вы проживаете также через ваших близких, через ваших родных. Поэтому то есть мы не можем проживать только нашу жизнь относительно, то есть сами с собой. Вот, поэтому я и решила сделать такую поддерживающую медитацию гармонизации, исцеления для вас, и чтобы также эту энергию направить для ваших родных, для того пространства, где вы находитесь, с кем вы взаимодействуете и живете. Я думаю, что у нас еще будут люди присоединяться, но мы сейчас постепенно начнем. И если кто-то не сможет сейчас пройти, то будет запись, и то есть эта запись будет стоять для всех людей, кто зарегистрировался. Ну что, дорогие, садимся удобно. Расположите себя удобно в пространстве, чтобы ваш позвоночник был в прямом положении.
Если кто-то себя очень плохо чувствует, может быть, кто-то сейчас испытывает какие-то болезни, сложности, то вы можете лечь. Ну, то есть самое важное, чтобы у вас голова слишком низко не была. Тогда, то есть расположите себя удобно. То есть самое важное, чтобы ваш позвоночник был прямой, и вы могли легко дышать. Может быть, различные реакции в теле, как зевота, кашель, может быть, даже пойти слизь, насморк. То есть очень хорошо, если у вас будут салфеточки рядом, потому что очень часто, когда проходит исцеление, то в теле перезапускаются механизмы, жидкости начинают активно двигаться. Так что приготовьте, может быть, кому-то воду нужно, кому-то салфеточки. Мы садимся удобно, делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Наблюдаем, как проходит наше дыхание через тело. Возвращаем свое внимание в тело. Освобождаем напряжение через вдох и выдох. Соединяемся нашим вниманием с телом, дыханием, энергией. Энергией Вселенной, которая постоянно двигается, проходит через наше дыхание, через наше тело. Соединяемся со своим духовным сердцем, которое находится посередине груди. Представляем в нашем сердце сияющий свет. Соединяемся со своей душой, духом. Представляем вокруг тела радужную сферу из элементов Вселенной. Из сердца направляем энергию вниз, в землю, укореняемся. Чувствуем поддержку Матери Земли. Чувствуем, как мы сидим. Из сердца направляем энергию через макушку в небо, в бесконечность. Соединяемся с божественным измерением, просветленными существами, сознанием Творца.
ангелами, архангелами, хранителями времени, хранителями кармы, защитниками. Настраиваемся на исцеление, очищение, гармонизацию на всех уровнях. На уровне тела, эмоций, мыслей, чувств, образов. И соединяемся с божественной энергией исцеления, выравнивания, гармонизации, тюнингом с нашей высшей ипостасией божественного сознания, божественных кодов, божественного здоровья. Энергия проходит через все тело, сверху вниз, с изначальной природой, изначальной сутью своего существа. И все, что накоплено в течение этого года, все негативные переживания, эмоции, чувства, мысли, образы, событийность, мы направляем исцеление, очищение божественной энергии, светом на всех уровнях, со всеми людьми, структурами, системами, эгрегорами, существами. И мы отпускаем всю негативную отжившую энергию, боль на всех уровнях, негативный опыт, все негативные переживания и чувства. Из всех систем, уровней своего сознания, тела, энергии. Мы проводим свет на все уровни, где хранится негативный опыт болезни, негативные установки, сценарии, верования, которые вредят нашей душе, нашему телу, нашей жизни, нашей эволюции. Мы отпускаем наше дыхание, где на уровне дыхания идет остановка нашего вдоха и выдоха.
Проверяем на уровне тела, где не можем вдохнуть полной грудью и выдохнуть через все тело. Где хранится память нашего опыта в течение этого года, негативных состояний, эмоций, мыслей, образов, чувств. Проверяем, где это застряло на уровне тела, на уровне энергии, на уровне нервной системы, памяти, чувств. Соединяемся нашим сознанием, энергией, освещаем это все. На выдохе отпускаем. Могут подниматься тысячи историй, памятей, образов. То есть, может быть, у кого-то через образы, может быть, у кого-то через ощущения, может быть, это мысли, может быть, поднимаются просто какие-то негативные переживания, чувства, подавленности, раздражения, злости, агрессии. Мы отпускаем через тело, через вдох, выдох, через зевоту, может быть, кашель. Мы проводим внимание во все тело, где хранится эта память. В голове, шее, горле, плечах. В руках, в грудной клетке. Со стороны спины. Диафрагма. Низ живота, бедра.
Проводим исцеление по ногам, выводим энергию вниз, в землю. От всех негативных влияний внутри и снаружи. И проводим весь негативный опыт, все переживания и все негативные влияния в землю, очищение от всего. И очищение от всех негативных существ на всех уровнях, людей вредоносных, систем, структур, эгрегоров. И посмотрите ваше тело, где, может быть, какие-то энергии вредоносные, которые не ваши, не божественные энергии. То есть со стороны спины, спереди, снизу или сверху, куда нужно направить свет, поток света, чтобы очистить эту энергию. И также на уровне болезней, к сознанию болезней, вредоносных существ, как паразитов на всех уровнях. И также тех, кто может находиться в теле человека, подселение, токсического сознания на всех уровнях. Мы очищаем все структуры вашего существования. Тело, сознание, энергию, пространство души, пространство вокруг вас, пространство вашего дома, пространство того места, где вы живете. От всех деструктивных историй, сценариев в вашей семье, в вашем роду, в месте, где вы живете. Очищается тело от токсинов, ядов,
тяжелых металлов, загрязнений, также токсинов на уровне сознания, ума, души. Посмотрите, какие сценарии, связи влияют на вашу жизнь, какие структуры, деструктивные структуры на всех уровнях. И очищение происходит божественной огненной энергией. Пережигаются все влияния, все связи. Посмотрите, какие негативные сценарии, энергии есть в ваших родных, близких, в том пространстве, в месте, где вы живете, в том городе, стране. И негативные сценарии происходят в этом месте. Которые не служат божественному циклу, сознанию, эволюции, гармонии, миру, процветанию. Пропускайте через себя, через свое сознание, божественное сознание, это световую энергию божественных кодов, ваше пространство, где вы живете, ваш род, город, страну. Очищая, исцеляя все негативные структуры всех уровней сознания человечества. Через вдох-выдох мы выдыхаем все негативное из нашей структуры, системы на всех уровнях. Тела, бессознательного, уровня души, уровня личности и уровней связей. Связи, с кем вы взаимодействуете. С людьми, системами, структурами, государствами.
И божественная энергия проходит во все уровни, во все измерения, очищая негативные сценарии, программы верования, событийность. Мы соединяемся с сознанием, с сознанием Духа, своим высшим измерением. Посмотрите из этого пространства на себя, на свою жизнь, куда нужно еще провести божественную энергию, на какие уровни вашей жизни. Где сейчас важно поднять вашу энергию, где она находится в деструктивном состоянии, либо в связке с негативными структурами, эгрегорами, системами, где нужно выйти из этих связей. И где ваши родные находятся в этих деструктивных связях. Где сознание захвачено безумием, болезнью, болезнью души, темнотой, помешательством. И рассоединена с божественным пространством. Мы проводим туда связи восстановления. Помогаем вдохом, выдохом отпускать всю негативную энергию, которую вы можете чувствовать в своем теле, чувствовать в сознании ваших родных, близких или в пространстве, в котором вы находитесь и живете.
И посмотрите, какая ваша самая лучшая событийность. Какой самый гармоничный формат вашей жизни, который вы можете проживать в это время. Соединитесь с этим состоянием, с этим образом мира внутри и снаружи, здоровья души, здоровья тела, здоровья вашей жизни, ясности, мудрости, стабильности. Посмотрите, как сейчас вам важно проживать вашу жизнь. Что, может быть, нужно поменять? Какие-то отношения, взаимоотношения с какими-то конкретными людьми, может быть, с какими-то системами, структурами, может быть, поменять место, где вы находитесь. Какая ваша самая лучшая событийность в этом времени? Почувствуйте, какая это энергия вашей гармоничной жизни, экологичной, соединенной с вашим духом, с божественным пространством, соединенной с мудростью, ясностью, любовью, миром. И проведите эту энергию в ваше время, в вашу жизнь, в ваше будущее. Делаем вдох, выдох. Укореняем эту энергию в вашем теле. Проводим эту энергию в землю. Пространство, где вы находитесь. Пространство, где вы живете. И вашу событийность вашей жизни. Согласно вашим высшим замыслам, вашего духа, вашей божественной сути.
И сейчас мы благодарим пространство просветленных существ, хранителей, защитников, ангелов, архангелов, хранителей времени, хранителей кармы, сознание Творца, сознание Матери Земли, свой дух, свою душу, свое тело. И сделайте глубокий вдох, выдох, мягко возвращаемся. Потянитесь, если у вас рядом вода, выпейте несколько глотков воды. И я вкратце сейчас расскажу про ближайший семинар, который будет 10-11. Это будет завершение цикла, мы более глубже пройдем на очищение по всем уровням, с тем, что мы проходим, что проживаем, то есть насколько все различные уровни влияют на нас, и в каких мы связях, то есть как мы проходим вот эту многомерность взаимодействия с пространством, и как это может негативно влиять на нас, на наше состояние, на наше здоровье, на нашу судьбу. Вот поэтому этот семинар будет более детально посвящен практике очищения в период этого года. И где вы также можете потом продолжать делать эти практики очищения, когда вам это нужно, необходимо. И следующий семинар, он будет в январе, посвящен началу цикла. То есть как правильно сформировать процесс начала цикла, как его затворить, и как затворить на уровне всех энергий состоянием, чтобы это было не только на уровне нашего ментального плана, либо на уровне нашего сознания, а чтобы это также было закреплено на уровне всех элементов. И также мы тоже посмотрим, какие элементы, то есть нам нужно укрепить, потому что есть разный цикл года, и также есть астрологические циклы, на которые влияют на нас, как планетарная система. Допустим, каждый год, который вы проживаете, разные аспекты жизни могут быть более либо сильными, либо более слабыми. И вот когда эти аспекты более слабыми, то, может быть, допустим, либо это здоровье, либо это наши дела, либо это отношения, либо это творчество, либо это история семьи. То есть может быть ослабленные элементы. И когда ослабленные элементы, тогда происходят какие-то негативные события. Вот, соответственно, то есть мы будем делать практики, чтобы гармонизировать эти состояния, уравновешивать их. И, соответственно, вот у вас также будут практики, которые вы потом можете использовать в течение года, когда вы видите, где у вас начинается проблематика в вашей жизни, то есть с какими уровнями вашей жизни это связано, с какой событийностью. Соответственно, делать практики, чтобы гармонизировать эти элементы и, соответственно, менять вашу событийность вашего будущего.
Вот. И это также глубокое осознавание, то есть как это происходит по элементам, как это влияет на вас, на вашу жизнь. И, допустим, в буддийской линии, то есть есть практика вязать намка. То есть намка, допустим, делается на ваше рождение, когда как раз соединяются все элементы через молитву, через мантру, как раз очищая вот те негативные, неблагоприятные влияния, которые могут проявляться в данном цикле года. И, соответственно, то есть мы гармонизируем те негативные влияния, то есть меняем, то есть движение, динамику нашего будущего. Вот поэтому, то есть следующий семинар будет посвящен как формировать событийность года через практики и перепросмотры по всем элементам, по всем состояниям, проверять, какой аспект будет в этот год более слабым, более сложным, более тяжелым. Вот. Соответственно, помогать себе проживать более экологично, более гармонично следующий этап года. И, в принципе, он будет не просто продолжение для всех людей, поэтому мы проходим достаточно сложный период для человечества, для событийности, для стран. Вот. И то есть эта событийность, она будет где-то вспыхивать еще больше, где-то затухать. И нам важно быть готовыми, как проходить действительно осознанно эту жизнь, чтобы не создать себе еще больше негативных последствий. То есть, когда мы вовлекаемся в какие-то события негативные, когда мы вовлекаемся негативными сценариями, и мы уже участвуем, то есть мы уже не вовне, то есть мы уже участвуем в этих негативных сценариях. И что впоследствии может повлиять не только на эту жизнь, но и, соответственно, то есть на наше последующее перерождение. И как мы перейдем как бы из этой жизни. Вот поэтому очень важно, чтобы мы относились вообще к жизни не в том, что это влияет только на эту жизнь и как бы это ограничено этой жизнью. То есть какие будут последствия то есть для нашей души во время перехода, и, соответственно, куда мы потом после жизни можем перейти, то есть либо в какие-то низшие миры бесконечных страданий, то есть либо мы можем подняться в сознание духа, в сознание высшего измерения, сознание, то есть того пространства, откуда проявилась наша душа. И мы все с вами очень долго перерождаемся, ходим, то есть и очень много мы можем также застревать в кругах жизни. То есть и эти события, которые происходят сейчас, они происходят постоянно. То есть это не что-то новое. То есть все этапы, которые вы можете видеть, может быть, даже это не в вашей жизни, это вокруг вас. Вот, поэтому то есть очень важно, когда особенно происходит затемнение в пространстве, и сознание человечества может впадать в безумие, очень важно, как из этого уходить, из всех этих кругов. Вот. Так что кому это важно, кому действительно хочется проходить свою жизнь, соединяясь с самым высшим состоянием вашего божественного сознания и самым лучшим вариантом вашей жизни, я приглашаю в пространство семинара проходить этот путь, проходить это очищение, в то же время восстановление знаний, восстановление своей ясности, мудрости и выбор правильного пути. Вот. Особенно под давлением всех как бы событий и бессознательного коллективного очень легко попасть
знаете, как в незабытье. И очень легко попасть в воронку в тяжелых событий, где вы уже не понимаете, что происходит, и вы вовлечены во все это. Вот, поэтому кому важно проходить свой духовный путь, свой путь духа, и находить пути и способы выхода из всех кармических кругов, добро пожаловать. Для всех, кто хочет оставаться в этих кругах, то есть это ваш выбор. И перерождений может быть много. Я желаю вам обрести максимальный мир, где бы вы ни были. И в каких бы ни были завязаны историях, тяжелых, сложных, чтобы ваша душа могла найти выход. Вот поэтому всем мира внутри и снаружи, ясности, мудрости, любви и действительно божественной эволюции. Всех благ, дорогие. И еще будет следующая открытая встреча в январе. То есть числа пока еще неизвестны, то есть мы определяем. Так что еще будет другая медитация в январе в следующем цикле года. Так что кто хочет тоже посетить, добро пожаловать. Всех благ.